Всем привет! Hard Use тестирование ножа для выживания Gerber Bear Grylls Ultimate Pro Fixit. Большое спасибо моему зрителю, который прислал этот нож именно на Hard Use тестирование. Для начала проверим, что нож вообще хоть что-то режет, что он острый. Режет паракорд. Дальше почистим яблочко. Неплохо справляется со своей задачей. Хорошо режет. Серейтор не мешает. Окей. Первый серьезный тест. Тест режущей кромки на рубке древесины. Оденем темляк. Окей. Повреждений режущей кромки пока нет. Далее порубим более вязкий материал. Это алюминиевая трубка. Еще по 5 ударов. Пока что проблем никаких нет. Небольшое затупление, но так все в полном порядке. Далее переходим к тестированию кончика.
Кончик погнулся довольно сильно. Окей. Кончик погнулся, но справился с ковырянием древесины. Далее пробивание металла. Нержавеющая сталь 1,2 мм. Вот так выглядит кончик после 5 ударов. Продолжаем. После 10 ударов. Нержавеющая сталь 1,5 мм. О. Давайте попытаемся еще немножко продолжить. Посмотрим, если он будет работать. Мне кажется, он сломался еще больше. И уже не будет пробивать также металл, поэтому на этом можно остановиться. Далее продолжаем с тестами режущей кромки. У нас есть вот такой вот 3-миллиметровый трос. И я попытаюсь его перерубить. Сначала просто. Так он его не рубит. Попробуем по-другому.
почти. Наконец-то перерубили трос. Честно говоря, на режущей кромке не появилось каких-то очень серьезных повреждений. На обухе появились повреждения от удара молотком. Это 2-килограммовый молоток. Вот режущая кромка. Может быть, отсвечивает свет, можно видеть ее повреждения, но пока что ничего страшного. Далее переходим к более жесткому батонингу. Перерубим трос еще 2 раза, чтобы было 3 раза у нас. Раз. Два. Нормально справляется с этой задачей. Первый раз не был случайностью. Теперь батонинг. Интересный момент с вот этим вот зубом серейтора. Продолжаем. Неплохо, в принципе.
Я, честно говоря, даже немного удивлен тому, как он держится. Очень достойно, несмотря на вогнутые спуски. Вау! Очень неплохо. Можно рассмотреть обух. Удары были очень сильные, но тем не менее режущая кромка осталась целой. Клинок не погнулся, кроме вот этого одного зуба. И здесь вот остальные зубы, их просто срезало. Следующий тест. Небольшая, опять же, проверка режущей кромки. Тут я хочу немножко объяснить вот этот вот небольшой мини-тест. Он создан для того, чтобы сымитировать ситуацию. Предположим, вы что-то строгаете или что-то делаете, и нож у вас сорвался и ударился по камню. Или просто вы уронили нож, он упал, или еще что-то, и он режущей кромкой ударился почему-то твердому. Поэтому буквально несколько ударчиков. Вообще без проблем на самом деле. Можно рассмотреть режущую кромку. Далее сымитируем такую ситуацию, что реально нам нужно ножом сломать что-то жесткое. И в данном случае мы вряд ли будем рисковать нашей заточенной режущей кромкой и попытаемся выполнить это действие обухом нашего ножа. Давайте попытаемся сломать этот шлакоблок ударами обуха. О, вот он и сломался. Далее еще небольшая проверка кончика.
принципе, неплохо. На обухе от клинка откололся кусочек. На рукоятке небольшие повреждения на гарде. Еще обух немножко. И далее последний заключительный тест. Нет, на самом деле он даже не последний. Рубка алюминиевой трубки. Режущая кромка в полном порядке. Я просто в шоке. Это отлично, конечно. Пять раз. Никаких повреждений на режущей кромке дополнительных. То есть, естественно, она повреждена уже, но все равно. И теперь, и правда, последний тест. Тест на прочность конструкции ножа. Это может имитировать много вещей. Просто какой-то удар по ножу, когда он где-то зажат, метание и тому подобное действие. Я просто переворачиваю нож и бью его плашмя. Ну что ж, вот и все. Посмотрим на клиночек еще раз. Но я уже могу сказать, что я довольно-таки сильно впечатлен. Я ожидал, что этот нож... Я ожидал, что он не выдержит и половину этих тестов. Все. Несколько заключительных слов по этому ножу. Но, безусловно, я уверен, что такого от этого ножа никто не ожидал. Этот нож выжил, ну, все тесты, можно сказать. Единственное, что им не удалось сделать, это пробить кончиком 2-миллиметровую нержавеющую сталь. А так, любой батонинг, любые удары 2-килограммового молотка, любые материалы, со всем он справлялся. Да, безусловно, получал повреждения, но он целый. Вот этот вот пластик не сломался, рукоять выдержала, все отлично. Единственное, что вот тут вот навершие немножко отошло и появился небольшой зазор. Но кроме этого, я, наверное, после такого обязан взять обратно некоторые мои слова, которые я сказал об этом ноже в обзоре, потому что он реально очень крепкий.
и он может выдержать многое. И он это показал очень достойным, честным способом и задал планку для будущих ножей. Более крутых, более дорогих. Наверное, это и правда какой-то такой момент, такой нож, в котором маркетинг и качество довольно близки друг к другу. Потому что, выдержав все это, у меня просто не поворачивается язык сказать что-то плохое по отношению к этому ножу. Я очень удивлен, но в то же время очень рад. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.